Друзья, мы опять на лицевой стороне. На правой стороне спинки по рукам закончили петли для образования ростка. Будем вязать пятый ряд раппорта узора. Лицевая, изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 петли вместе с наклоном влево, лицевая, изнаночная. Потом идет петли раппорта, вяжем пятый ряд, и после раппорта лицевая и кромочная петля. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, образуем 2 ножки. Следующая петля у нас изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 петли вместе с наклоном влево, переправим петельку вторую и вяжем вместе с наклоном влево. Лицевая, изнаночная. Вот теперь начинается наш раппорт узора. Лицевая, изнаночная, лицевая, 3 петли вместе с наклоном вправо, переправим лицевые петли, сперва вяжем первую и вторую петлю вместе и третью петлю сделаем протяжку, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 петли вместе с наклоном влево. Можем сделать еще двойную протяжку. Лицевая, изнаночная. Вот закончили раппорт узора. Следующая петля лицевая и кромочная петля вяжем скрещивая. После маркировки накид и пойдут петли спинки. До маркировки накид. После маркировки кромочную петлю провяжем скрещивая. И посмотрим схему спинка слева. После кромочного вяжем пятый ряд раппорт узора. И после раппорта лицевая, изнаночная, лицевая, 3 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 петли вместе с наклоном вправо. Для этого вяжем сперва 2 петли, протянем третью петлю, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 петли вместе с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 петли вместе с наклоном вправо. Сперва вяжем первую и вторую петлю вместе и потом третью протянем. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, петли 2 ножки вяжем лицевой петлей, изнаночная и лицевая. Вот мы с левой стороны тоже дошли до бежевой маркировки. Друзья, мы закончили росток на спинке. Вот теперь у нас вот эта нить, которую в прошлый раз мы отрезали и здесь оставили. И вот эту петлю мы не провяжем, завяжем в узел с рабочей нитью.
И провяжем следующую петлю лицевыми петлями. Плечи петли мы добавили наше вязание. И здесь мы остановим наше вязание, друзья. Отрезаем нить. И пока вот здесь вязание мы оставим, друзья. И мы теперь будем вязать росток по переду. Вот по схеме, друзья, мы закончили росток на спинке. Здесь отрезали нить. Теперь мы переходим вязать росток по переду. Это я вот так, когда поворачиваю, друзья, это у нас перед будет правая сторона и по рукам, и по телам кофточки. И это будет левая сторона. Теперь, друзья, нить провязим вот сюда. И здесь без никаких манипуляций мы все петли провяжем лицевыми петлями и доходим плечи. Вот у нас перед, который отмечен красными маркировками. Вот с правой стороны мы посчитаем 8 петель и подкрепим нить. 1, 2, 3. Вот сейчас мы находимся вот здесь. Вот так будем лицевыми петлями провязать вот до конца левой плечи. Здесь никакие манипуляции пока не делаем. И вот здесь у нас остается одна петля. Здесь тоже отрезаем. Вот по схеме мы отсюда дошли вот сюда, отрезали нить. Теперь начинаем вязать опять отсюда. Здесь опять мы подкрепим нить и начинаем здесь уже ввязывать узор и оформлять регланные линии по переду. И мы вяжем укороченными рядами росток по переду. 8 петель справа, вяжем, добавляем 8 петель слева, обратно, здесь добавляем еще 8 петель, потом на лицевой стороне опять вяжем узор, оформляем регланные линии, доходим до 8, опять на изнаночной стороне доходим следующие 8, вот таким образом мы укороченными рядами вяжем росток по переду. Мы опять на правой стороне переда, до красной маркировки у нас 8 петель. Здесь мы опять должны подкрепить нить. После первого петли подкрепим нить. Вот теперь мы начинаем вязать и узор по переду, и оформляем росток укороченными рядами, и оформляем регланные линии, взяв накиды через ряд. Теперь посмотрим схему для вязания узора перед справа. Мы узор по переду начинаем с 19 ряда, друзья. Вот как вяжутся эти 8 петель. Лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и последняя кромочная вяжется лицевой скрещиванием. Была первая петля. Здесь мы оставим, обязательно не забудьте, маркировку. Первую петлю мы возьмем на спицу, не провязывая. Следующая у нас лицевая петля, потом изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И последняя у нас кромочная, мы вяжем, скрещивая. После маркировки берем накид и здесь в центре тоже поставим маркировку. После голубой маркировки петля у нас центральная петля переда. До маркировки накид, кромочная петля провяжем скрещиванием. На бумажке отмечаем, что перед росток, правая сторона, левая сторона. Вот мы должны
вязать с правой стороны 8, 8, 8, 8, 7, 7. С левой стороны то же самое. 7, 7. Мы справа вот провязали, отмечаем. Теперь с этой стороны тоже как вяжем узор. Посмотрим схему перед слева. Это тоже начинается с 19 ряда. Первая кромочная петля скрещивая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 лицевые. Уже кромочные мы провязали. Следующая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые. Поворачиваем нашу работу. Ставим маркировку, чтобы отделил наш укороченный ряд. И с левой стороны тоже мы захватили 8 петель. Теперь мы провяжем на изнаночной стороне по рисунку. Это вы знаете, это все идет аналогично. Первую петлю мы берем на спице не провязывая, протянем нить и образуем 2 ножки. И продолжим наше вязание. Накиды вяжутся изнаночными петлями, а остальные все петли вяжутся по рисунку. После маркировки мы должны здесь добавить 8 петель. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добавили, поворачиваем нашу работу и ставим маркировку. С правой стороны мы добавили 8 петель. Вот на бумажке мы отмечаем 8 петель. Теперь мы вяжем узор по переду справа. Посмотрим схему. Теперь у нас идут 21 ряд узора. Первую петлю мы возьмем на спицу не провязывая и образуем 2 ножки, как всегда. Изнаночная, накид, 3 петли вместе с наклоном влево. Это мы провяжем таким образом. Сперва вторую, третью петлю провяжем вместе с наклоном вправо и первую петлю протянем и наденем на эту петлю. Накид, изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и последние петли кромочной мы провяжем лицевой скрещенной. После маркировки накид для оформления регланной линии и петли переда все вяжут лицевыми петлями. До маркировки опять накид и кромочную петлю вяжем скрещивая. Теперь начинается узор перед слева. Посмотрим схему. 21 ряд. Вот, друзья, с левой стороны тоже после вот этой фиолетовой маркировки мы добавляем 8 петель и включаем в узор. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Вот петли 2 ножки, которые в прошлый раз образовали. Вот и вяжем лицевой петлей. Лицевая. И после маркировки вяжем 8 петель и вяжем по схеме накид, 2 петли вместе с наклоном влево, изнаночная, накид, 3 петли вместе. Таким образом мы вяжем. Сперва вяжем вторую, третью петлю вместе с наклоном вправо, потом первую петлю сделаем протяжку, так наденем. Накид, изнаночная,
лицевая. Поворачиваем нашу работу. И здесь не забудем оформлять маркировкой. На бумажке мы отмечаем. На изнаночной стороне добавим 8 петель и отмечаем. Поворачиваем нашу работу, и мы с вами увидимся на лицевой стороне. Вот, друзья, опять мы с вами находимся на лицевой стороне. Вяжем узор перед справа. Посмотрим схему. Теперь мы вяжем 23 ряд узора. Вяжем один раппорт узор. После раппорта изнаночная и кромочная. Раппорт посмотрим по этой схеме. 23 ряд. Как вяжется, вяжем по этой схеме. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Это у нас должна была изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 петли вместе, наклоном влево, 3 изнаночные, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И кромочная петля вяжется скрещиванием. После маркировки берем накид и вяжем петли переда до маркировки накид. И вот здесь вяжем кромочную скрещивая и вяжем узор перед слева. Посмотрим схему. 23 ряд. Вяжется после кромочной один раппорт узора, потом лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 3 изнаночные, 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот здесь у нас вторая петля, 2 ножки. Эти петли мы вяжем как? Вот первую петлю провяжем и петлю 2 ножки сделаем протяжку. Добавим 8 петель. Это пока убираем маркировку. Продолжим наш узор. Накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая, лицевая. Поворачиваем нашу работу. Как взять изнаночной стороне, знаете. Добавите 8 петель, поворачиваете работу, отмечаете на бумажке, оставляете маркировку. И мы с вами увидимся, когда будем находиться на лицевой стороне. Вот, друзья, опять мы находимся на правой стороне переда. Теперь мы вяжем первый ряд раппорта узора.